If you say Iraq or Kurdistan to anyone around, I don't know, around the world, they would just assume you're ISIS. Go around the city and talk to people. Of course, we have to talk to the people. The people are nice and open-minded. The most chill and fun place to be. It's like a home to everyone. You'll be like it. В этом видео мы покажем еще один незабываемый день, проведенный в иракском Курдистане. Мы отправимся в новый город, заведем новых классных друзей, исследуем все модные места и снова будем жить по каучсерфингу. Будет интересно, не переключайтесь. Сегодня наш 4-й день в иракском Курдистане, и мы покидаем город Эрбиль и перемещаемся в город Сулеймания. Сулеймания. Что? Сулеймания. Нет. Но у нас есть две проблемы. Вчера закончился интернет, так что мы сейчас без связи, без интернета. Это здесь очень сложно. И вторая проблема, мы не знаем вообще, как туда добраться. Кто-то сказал, нужно взять какую-то маршрутку, а кто-то говорит, что ходят какие-то регулярные автобусы. Короче, ничего не понятно, будем сейчас пытаться это выяснить. Поехали! Первый шаг сделан, мы словили такси и довольно быстро объяснили таксисту, что нам нужно, то есть это было легче, чем мы думали. Так, что происходит? Нас довезли, короче, куда-то. Автобусы из-за локдауна типа не ходят. Не знаю, может это какой-то развод, но нам так сказали уже вчера. Так что мы едем в другой город на такси. И это стоит недорого, это стоит 17 евро на двоих. Ну типа норм, ехать 3 часа, но выбора походу нету. Короче, мы сидели в машине, ждали, никто не приходил, не садился за руль, то есть вообще непонятно, что происходило. Потом я вышел, мы уже взяли сумки, типа что, ну, никуда не едем, тогда не едем, все. Они столпились, начали говорить, уже предлагать другую цену. Вот. Потом все-таки мы сказали, нет, вот только эта цена, все, либо мы уходим. И вот сейчас мы едем. Только с одним условием, что в каком-то городе у нас будет пересадка. Все очень неорганизовано, хаотично, но думаю, доедем. Посмотрим. В дороге мы провели почти 3 часа, но они пролетели незаметно, потому что за окном открывались просто невероятные пейзажи. Казалось, что мы высадились то ли на Луну, то ли прямиком в райские сады. Тогда мы поняли, что природа в Ираке заслуживает особенного внимания и отдельного выпуска. Сулеймания. Yes. Окей. Thank you. Спас. Мы спешно пересели где-то вообще посреди ничего, посреди какой-то пустыни и гор. Нас пересадили в другую машину. И мне кажется, эту машину он поймал тоже так очень спонтанно. То есть это было не обговорено заранее. В общем, мы заплатили денежку, он отдал какую-то часть нашему новому водителю. И вроде все хорошо. Мы едем дальше. Как и любой мегаполис, Эрбиль за пару дней нас очень утомил. Ритм города, жуткий трафик, беспощадная жара. Отправляясь в Сулейманию, мы, честно говоря, ничего не ожидали от этого города. Но, как это часто бывает, чем ниже ожидания, тем больше приятных сюрпризов. Мы приехали в город, в Сулейманию, пошли покупать симку, и там работает очень такой отзывчивый парень. Мы у него спросили, какую еду вы здесь кушаете, где едят местные. И он нас отвел в такое место, где мужчины в основном сидят и кушают. И это такая простая еда. Вот мы заказали рис, нам принесли еще какую-то фасоль, курицу и самое главное кёфта. Это вообще отличается от турецкого кёфта. И сейчас будем пробовать, что это. Это огромный такой шар, в котором куча мяса. С изюмом и всякими травами и луком. Вот. По запаху напоминает мясо, которое в самсе. По вкусу примерно то же самое, как и самса. Просто шар, и в нем очень много мяса. Так что это такое местное кёфте. В Турции это вообще другое блюдо. Интересно, почему имеет оно схожее название. Особенным каждое путешествие делают люди. Выбирая кофейню, чтобы просто выпить кофе и немного прийти в себя, мы даже не ожидали, что это место принесет нам столько судьбоносных знакомств. Hello guys, I'm from Sulaimania and I'm so happy that these guys visited our city. My name is Dia. I'm 22 years old and I study politics and international relations in University of Sulaimania.
That's why I'm a bit familiar with the Russian culture, people. How do you describe your city? I think it's a beautiful place. It's like a home to everyone. Especially for the Suleimani city, it's like ambience. The weather also is so good. In Kurdistan, if you go by north, it's gonna be hot. If you go by south, it's gonna be cold. That's a problem. But in Suleimani, it's in the middle. Okay, so it's perfect. It's balanced. So what would you say about Kurdish people? Are they like friendly? Yeah, I think they are. They are so friendly. They even welcome you to your home. They don't care if you are a foreigner, you're from the city. Yeah, I think that's the coolest thing about the Suleimani people. Especially the people, it's so respectfully. They show their respect for all the guests. City roads, like coffee shops or anything, you'll be like it. Of course, we have to talk to the people by English or Kurdish, or we have no problem for that. Like, do a lot of people talk here English? Not at all, just but Maybe I can say younger. 65% they can speak English, Nice. but 90% they can speak Arabic also. Okay, so we can speak Arabic in person. For example, this is my favorite place. Whenever I want to ride, I come here because it's like a home. You know, it's small, it's warm. Yeah. And loud, yes? Yeah. No, no, not at all. We've been discussing how can you like, concentrate. You know, I love the vibe. The vibe is so cool. The energy is so beautiful. You know, the people are so friendly. So I don't get disturbed or anything like that. A few moments later. Мы познакомились с очень интересной девочкой по имени Лана. Она местный фотограф, фрилансер. И очень круто, что мы встретили такого интересного человека. И она сейчас нам покажет город. Мы пойдем в парк, погуляем, пообщаемся. Мне кажется, лучше быть и не может. Мы спросили, что это такое, и нас хотят этим угостить. Мы понятия не имеем, что это такое, но очень напоминает ревень, но мне кажется, что-то другое. No. Russia. Украина, Russia. Thank you very much. Это basically rhubarb, yes? Wow. Это ревень. Просто он выглядит чуть-чуть по-другому, он тут мельче, какой-то колючий немножко, и вот тут идет с солью. High mountains. High mountain. Yes, Wow. inside the snow. Really? Yes. Окей. То есть нам сказали, что это растет только в горах, там, где еще есть снег. То есть это какой-то горный ревень. Горный ревень. Прикольно. Как и в Эрбиле, здесь на рынках просто хаос. Очень много людей, машин, все что-то продают. Люди все громкие, улыбчивые, приятные довольно. Все довольно цивильненько. Так, по-восточному цивильно, я бы сказал. Мы просто пробираемся между машин, потому что тротуара нету. Мне кажется, это чисто тема, не знаю, Ирака или Курдистана. Блин, ну вот я просто не могу пройти, мы сейчас с рюкзаками. Они, не знаю, просто тротуары не делают для пешеходов. Что это за кошмар вообще? Почему так уже во втором городе? Чтобы перейти дорогу тоже нужно постараться, потому что особо никто не пропускает. Мы вот так вот бежим. Ну, что-то похожее было во Вьетнаме, кстати. Лана привела нас вот в такой парк, и нам здесь так хорошо, здесь так зелено, прохладненько, тихо. Вот вообще за эти 4 дня мы очень соскучились по этому состоянию. И этот парк очень интересный, потому что здесь есть скульптуры разных поэтов, писателей. Вот, например, сзади меня какой-то дядечка, и там дальше тоже есть штук, наверное, 5-6 разных скульптур. Там. И там еще. Там. Люди здесь чилят, сидят на травушке, отдыхают с семьей, либо одни. Вот честно, я прям очень соскучилась по такому спокойному какому-то состоянию. Здесь нет какой-то спешки и очень прохладно. Просто кайф. Well, my name is Lana and I'm from Suli. I live here and I do photography and videography. So, yeah, that's what I do. I study international business. Nice. Yeah. You like it? I kind of like it, but I'm hoping to maybe study filmmaking outside of here if I ever have the chance to get a scholarship. I love to study filmmaking, but I actually do business too. I have a small sticker business. Yeah, I do custom stickers, in packs, posters, and all that stuff.
Yeah, you have to show it us. Yeah, later. for sure. Вот такие вот крутые стикеры делает эта девушка. Очень круто. Они делают дизайн, их печатают. Ну, просто делают какой-то бизнес здесь, в Курдистане. И стикеры реально прикольно, да, дают? Вообще класс. How would you describe the city? I would describe this city the most chill and fun place to be. It's really chill and cool, and the people are nice and open-minded. Yeah, I totally recommend people from around the world to come here and see the truth for themselves, because Kurdistan is a different part of Iraq, and it's not connected to Iraq, and I think it's better for them to check them out themselves without believing I don't know, stuff in the media. As you already know, the media is kind of manipulative, and if you say Iraq or Kurdistan to anyone around, I don't know, around the world, they would just assume you're ISIS, and you're not. You're just a bunch of human beings living your life in a cool place. Kurdish people are very, like simple. They just greet you on the street. They want to talk to you because they don't see maybe foreign tourists that often here. Yeah. And it's really sweet, They're really open, really simple, really welcoming, really helpful. They always ask us what do we need, and they basically help us a lot during this couple of days. So as you've seen for yourself, yes, they're really helpful and kind-hearted. I don't think it's really hard to see people not helping you or not greeting you with their heart. It's just that we love people, and even if they're foreign, even if they're not from here, we always try to make them feel welcome. And we really feel it. Yeah, thank you very much. Мы очень хорошо пообщались, очень приятно провели время. И вот сейчас жара немножко уже спала, где-то 4 часа дня сейчас. И мы идем в город, будем смотреть, что вообще происходит, что тут продают. Вот такие тут большие семьи, дети в багажнике. Ну а как по-другому уместить 10 человек, если такая семья большая? Только так. В общем, мы гуляем по городу Сулеймания, и здесь очень много странных памятников. Это уже какой-то, наверное, 4-й памятник, который очень необычный, такой концептуальный. Видимо, здесь действительно очень много артистов, потому что мы тоже прочитали в Википедии, что этот город славится тем, что здесь очень много поэтов, писателей, художников. И да, это видно, это видно. Лана привела нас в модное кафе, где сидят местная молодежь, местные хипстеры. Блин, это такое классное место, вот прям как будто такие винтажные берлинские вайбы, очень стильно, очень много таких милых деталей. Классные люди, в основном молодежь тут сидит. Да, в этой кафешке прикольно, мы даже что-то заказали, будем кушать. И мне очень понравилось, что в этом городе есть такие места. Сразу видно, что есть творческие люди, что они открывают такие крутые кафешки, какой-то стрит-арт на улицах. То есть город как-то живет и развивается в другом направлении, чем Эрбиль, столица Курдистана. Так, мы заказали местное блюдо, его принесли в такой, не знаю, в такой хипстерской форме. То есть тут такие скляночки, баночки с какими-то салатиками, хлеб и что-то тут под тарелкой. Она очень горячая, поэтому сложно открыть. Но я это сделаю. Опа, это рис. Рис с овощами и с мясом. Вау, вау, очень круто. Я даже не ожидал, что там будет столько риса. А про это ты ничего не хочешь сказать? Это случайно мы заказали брауни. Меня неправильно поняли, я сказал, что круто выглядит, и мне его принесли. Как-то уже неловко отказываться, да и брауни выглядит очень аппетитно. Так, попробуем. Это, мне кажется, курица. Обыкновенная курица с приправами, немножко даже суховатая. Попробуем рис. Рис очень вкусный. Он такой красный. Мы уже не первый раз видим такой рис. А что самое интересное, здесь в Курдистане кушают басмати рис. Да, очень вкусное блюдо, овощи, курица, рис. Да, интересная подача. Вот, но мы кушали здесь и повкуснее.
Лану. Видимо, решил нам показать сегодня все классные места в городе, где чилят местные. Поэтому мы пришли на такую улицу, где куча всяких ресторанов, кафешек, люди ходят, тусуются, болтают, кушают и все такое. Вот. Время уже где-то 6-7 вечера, и наш хост где-то еще не дома. В общем, мы его ждем, коротаем время, шатаемся по улицам Сулеймании. Так, здесь получается просто куча людей, пьют чай, общаются. Ну, такое место, да, где собираются все местные. Мы тут случайно наткнулись на, оказывается, самую популярную кофейню в городе. Это такой маленький, на самом деле, киоск. И популярный он потому, что здесь кофе делают сами чуваки. То есть они, видимо, его обжаривают и все такое. Нам все это напоминает, на самом деле, Азию, Таиланд. Такое разнообразие еды, именно стрит-фуд. И такого мы не видели, допустим, в Эрбиле, в столице Курдистана, но в этом городе этого полно. То есть такого мы точно не видели в других местах. Вау! Все так аппетитно выглядит, хочется все попробовать, но мы уже очень сильно наелись, к сожалению. На всем рынке только что погас свет. Здесь такие перепады с электричеством случаются очень часто, мы это уже не раз замечали. Все потому, что электричество, которое вырабатывается в Курдистане, его не хватает на всех и на все время. Поэтому периодически все вырубается, местные на это очень жалуются. Также поэтому во многих домах есть свои даже генераторы. Так что, короче, ситуация с электричеством здесь не самая лучшая. Это не как у нас на сковородочке вот так вот поджарят, это прям открытый огонь. И эти семечки вот так вот переворачивают, это прям на каждом углу практически происходит. Здесь кушают семечки. Очень важный вывод. Короче, время уже 7:30, скоро начинается локдаун, нужно уже поскорее доехать до дома. И по счастливой случайности наша новая подружка живет рядом с нами, поэтому мы сейчас просто закажем такси, пойдем вместе домой. И да, мы сегодня встали в 6 утра, поэтому просто уже ничего не соображаем, хотим отдохнуть и все такое. Пока. Так, мы приехали домой к нашему хосту, но его еще здесь нету, потому что он тусуется где-то в горах. Мы находимся в таком городке, то есть это даже не просто дом один или несколько домов, тут их, десятки, и даже есть какие-то магазины, какие-то бары, то есть такие микрорайоны, которые полностью, охраняются от внешнего мира, наверное, потому что на улице здесь все-таки не очень безопасно, а в таких районах дети могут играться, люди гулять. Так что мы сейчас подождем тут хоста и посмотрим вообще, что за условия у нас сегодня будут, где мы будем ночевать и с кем мы будем жить. Ставьте ставки, мы будем спать на полу снова или нет. Мне кажется, что на полу. Hello. Hey, I'm Aryan. I'm Roman. Roman. Hello, nice to meet you. Адель. Adil. Yeah, Nice nice to to meet meet you. Is it okay if we film a little bit? Yeah, for sure. What do you want me to do? Act normal. Okay, I'm normal. Okay. Твои ставки? Я что-то слышала про одну кровать. Это означает, что я буду спать на кровати, ты на полу? Или наоборот? Вау, вот это уютик. Кайф. Какой очаровательный ночник. Я на полу сплю, кстати, отлично. Адель тоже вроде хорошо спит на полу, нет? Что ты прибедняешься? Я с удовольствием посплю на полу, а ты можешь на кровати. Вы видите эту душевую сзади нас? Это просто кайф. Это первая душевая в Курдистане, потому что у всех остальных просто вода, и больше ни перегородки, ничего, и везде вода, и это прям так неуютно. А тут все такое чистенькое, неуютненькое, ура. So many doors. Я думаю, тут можно потеряться легко. Вау. Так, это танец. Это танец. Довольная Адели, которая нашла хорошего хоста. Так просторно и уютно. Тут вот гостиная. Посмотрите, какая плазма. Аделя, мне кажется, это может посоревноваться с той плазмой, которая была в Люцерне. Опа. Так, сравним потом. Потом мы еще очень долго разговаривали с нашим хостом и не заметили, как засиделись допоздна. Спасибо, что провели этот очень длинный и насыщенный день вместе с нами. Увидимся уже в следующем выпуске. Всем пока!